Привет! Вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Караван-салон Дюссельдорф 2022. И сегодня у нас обзор на Hummer Tramp S585. Hummer Tramp – это такой полуинтеграл люксового бренда Hummer, который, по сути, является бестселлером для российского рынка. Часто достаточно его заказывают, и он даже находится в прокатном парке компании «Яхты на колесах» в Москве. То есть можно даже попробовать взять, прокатиться, не покупая эту машину, на ней в какое-то свое путешествие. Почему? Потому что машина достаточно компактная, при этом у нас 2-5 мест, но мы к этому еще придем. При этом все-таки это Mercedes-Benz Sprinter, новый, кстати, здесь мотор, 2-литровый, 170 лошадиных сил, новые светодиодные фары, и при этом у этой машины немаловажно, здесь у нас стальная рама, и это обеспечивает надежность, которая немаловажна для российских условий, для наших дорог. Вес машины у нас здесь указано, что 4200, но если убрать какие-то опции, какие-то мелочи, нюансы, то, в принципе, она приезжает, все время находится в Москве, как Б-категория до 3,5 тонн. Это возможно. Длина машины 709 сантиметров. Почему сказал точно именно в сантиметрах? Потому что раньше она была 6,99. То есть 10 сантиметров стало длиннее. Посмотрим сейчас в процессе, на что это повлияло. 229 сантиметров ширина, 296 высота. То есть, по сути, 2,30 на 3 метра высотой. Я думаю, что все равно здесь самое интересное внутри, поэтому мы идем внутрь. Шасси у нас Mercedes-Benz Sprinter, и это на самом деле важный момент, потому что в данном случае мы говорим о достаточно доступном автомобиле, то есть вот Hummer Tramp это такой эконом среди Hummer, но при этом все-таки это шасси Mercedes. Здесь у нас есть все привычные, любимые нами помощники, я здесь даже чуть-чуть уделим внимание, вот музыка у меня включилась. Здесь есть, естественно, там встроенная навигация, все это может переводиться на русский. У нас есть CarPlay, то есть мы подключаем, у нас выводится сюда Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка, там, не знаю, смотря чем вы пользуетесь, все, что с телефона у вас, выводится прямо сюда. Здесь есть помощники, удержание полосы, помогает вам не съезжать там на обочину, если вдруг закимарили, и, соответственно, адаптивный круиз-контроль. Вы едете на трассе, выставили желаемую скорость, но если машина впереди вас едет медленнее, машина сама будет сбрасывать. Эта функция работает просто идеально. Мы тестировали ее в реальных условиях. У нас где-то есть обзор на канале, по-моему, на аналогичную машину или что-то вроде того. Прям все это проверяли, отлично работает. Так что рекомендую перейти и посмотреть, как это все в жизни. Мы, собственно говоря, переходим к жилому пространству. У нас здесь тканевый салон. Потому что, опять-таки, возвращаясь к мысли, что это такое более экономичное решение, конечно, можно заказать кожу, но тогда уже оно перестанет быть настолько доступным, грубо говоря, относительно. Сейчас я уже прям вижу, как в комментариях кто-то пишет: да разве это доступно? Мы зашли на сайт по ссылке, это все очень дорого, можно купить 5 квартир где-то в Мордовии. Как бы это всегда странное сравнение, потому что если говорить об автодомах, то сравнивать их с реальным жильем, жить в автодоме, это что-то очень маргинальное на самом деле. То есть это про отдых, это про свободу, это про путешествие, но не про постоянную жизнь. Если вам нужно продать квартиру для того, чтобы купить автодом, наверное, это плохая идея. Его стоит сравнивать с автомобилями, а если вы посмотрите на цены на автомобили, то не такими уж ужасающими выглядят цены на автодома, это как премиальный автомобиль. Премиальный автомобиль для путешествий. И вот в этом контексте и в сравнении с другими, грубо говоря, теми же моделями Hummer, с премиальными моделями Adria, вот здесь мы имеем от Hummer, от премиального бренда, Mercedes
И в этом сегменте, да, он достаточно доступный, и это идет такой вот как бы эконом-класс внутри премиум-класса, скажем так. Вот такая вот подводка у меня получилась. Возвращаемся к, собственно говоря, столовой группе. Столовая группа. Поворачиваемся на водительском, на пассажирском месте. Оказываемся прямо за столом, сбоку есть еще один диванчик и вот этот Г-образный. В принципе, места на количество людей, которые рассчитано, что здесь могут жить, места предостаточно. Там столик, конечно, компактный, но все-таки там автодом, наверное, это только чтобы в дождик какой-нибудь там посидеть внутри. Мы все-таки всегда выезжаем там куда-то на природу. Маркиза, которая, кстати говоря, у нас здесь есть, она вот уже в комплектации здесь прям представлена есть. Мы разложили себе веранду и там сидим. Соответственно, сколько человек? Человек у нас здесь указано, что может быть 2-5. Почему такой странный разброс? Потому что вы можете взять комплектацию, в которой будет только основная спальня, можете взять комплектацию, которая основная спальня и опускаемая кровать. В этом случае у нас будет 4 спальных места. А можно, вот в данном случае конкретно в этой модели этой возможности нет. То есть здесь у нас 4 места спальных. Можно сделать так, чтобы еще стол опускался, и здесь было дополнительное место. И, соответственно, еще один ремень, будет кресло вот здесь. То есть сейчас здесь мы в данном случае можем заметить, что ремня безопасности нет, но есть возможность заказать такую комплектацию, в которой будет здесь собираться такое дополнительное кресло, на котором тоже может ехать человек с ремнем безопасности. Соответственно, 2 места здесь пассажирских, вот на диванчике вперед по ходу движения, и 2 в кабине. Вот так организуется, так сказать, здесь момент, чтобы было 2-5 пассажирских мест. Как я уже сказал ранее, аналогичная в целом машина, ввиду своей доступности и практичности, находится в арендном парке у яхты на колесах в Москве. Но есть некоторые отличия в нововведения, которые я, собственно говоря, здесь заметил, насколько я помню ту машину. Планировка изменилась. Там у нас раздельный санузел, а здесь он совмещенный воедино. Но мы сейчас к нему позже чуть придем. Здесь, с противоположной стороны, у нас расположена кухня от санузла. Это вот такой небольшой островок. Мойка закрывается обыкновенной просто дощечкой, разделочной доски на ней нет в данном случае. Ну, в принципе, и не надо, потому что зачем пачкать дощечку разделочными какими-то работами. Вот такая приятная в целом светлая поверхность, ламинированная плита. Зачем-то поставили здесь горшки с цветами, наверное, чтобы они мне мешали. Газовая плита на 3 огня с электроподжигом. Как бы все по классике. Выше у нас розетки 220 вольт с какой-то очень странной вилкой. Не понимаю, что такое за решение, но, наверное, это просто для какого-то рынка сделано в таком виде. И выше еще один шкафчик. Ниже дверка с полочками. И с другой стороны, чуть-чуть левее, у нас ящики, 1, 2. И внизу еще один ящик с ведерком кухонным мусорным, закрепленным на стенку. Санузел у нас объединенный с туалетом, единое такое помещение, вот в этой планировке. Напротив меня сейчас туалет, Тедфорд с электросмывом, но такой абсолютно стандартный, который мы уже встречали. Несколько типов подсветок. Основное освещение, и вот в полочках везде такая светодиодная лента. Все это, конечно, как обычно, сделано очень изящно. Но как у нас получается душевая кабина? Никаких лишних шторок здесь нет, которые иногда закрывают фасады. Мы просто нажимаем на кнопку, и у нас вот так вот раковина отъезжает в сторону, и получается душевая кабина. И чтобы полностью душевую кабину закрыть, мне придется вот сделать так. Оп, и попал в магнитку. Все. Я закрылся в душевой кабине. Соответственно, когда мы душем не пользуемся, ну, еще надо поднять обязательно поддон, чтобы мыться. Когда мы душем не пользуемся, и нам нужно это только как туалет, мы закрываем это, вот так фиксируем, и как будто никакого душа здесь в камине не было. Далее у нас холодильник Тедфорд, компрессорный, что, кстати, важно, это вот сейчас все чаще и чаще встречается, то есть он работает у нас только от электричества, 220-12 вольт, но тем не менее от газа не работает, но ведет себя эффективнее, быстрее охлаждается, лучше держит температуру, вот привычный нам обыкновенный домашний холодильник. Над холодильником небольшая просто полочка ниша, объем холодильника 140 литров. Что достаточно неплохо, в принципе, для машины, которая зачастую в такой комплектации рассчитана вообще на там, 2 человек.
Основная спальня. Как я уже сказал ранее, машина стала чуть длиннее, там, на 10 сантиметров, но при этом у нас внутри, за счет еще, видимо, перекомпоновки всего жилого пространства, появились вот такие сбоку шкафчики наверху и внизу под кроватью, которых раньше не было. Но при этом их размер не 10 сантиметров, насколько стала длиннее машина, а 21. Вот за счет всей этой общей перекомпоновки. Просто факт. Никакого оценочного мнения на этот счет не будет. Сбоку остался также небольшой гардеробчик, такая палочка. Кровать, естественно, спальня закрывается шторкой, создавая какой-то уют, насколько это возможно в таком пространстве. И, как обычно, здесь большие кровати. Раз, два, раздельные. Если надо, целиком объединяются. Вот здесь есть подушка, надо положили, надо убрали. Есть дощечка, вкладывается еще вот эта подушка, и получается большая, как я называю, трехспальная кровать, насколько это можно так называть. И, ну или огромная двуспальная, в зависимости от ваших потребностей. Когда мы кровать раскладываем в увеличенный размер, у нас есть дополнительные ступеньки. Раскладываются вперед, и все, вам будет удобно подниматься на кровать. Когда кровать находится вот в раздельном таком состоянии, то вот мы поднимаемся по этим ступенькам. В нижней ступеньке у нас... Нет, здесь у нас ничего не открывается, здесь просто... Нет, открывается. Открывается. Кстати, не всегда открывается, но здесь у нас есть место какое-то для хранения чего-то. Ну и, конечно же, основные места, так сказать, шкафчики у нас под кроватью. С левой стороны это просто такое объемное большое пространство. Глубина его 70 сантиметров, а не знаю, ширина, длина 90. Объем шкафчика. Ну а высота, соответственно, у нас вот по дверке 60. И с противоположной стороны еще один такой же. Тут даже глубже, тут прямо от пола. То есть, соответственно, глубина такая же, но 90 высота. И плюс здесь у нас поднимается вверх кровати, получается как бы гардероб, мы можем получить доступ к палочке, прямо сверху повесили что-то, взяли, оделись. В общем, вот такая система под кроватью здесь придумана. Ну и, как я уже говорил ранее, есть опускаемая кровать электрическая. Именно поэтому я ее опустить и показать вам не могу, потому что представители Hummer забрали ключик и считают, что на выставке нам смотреть на опускаемую кровать вот вообще как бы не обязательно. Поэтому мы будем наслаждаться видом закрытой кровати и фантазировать на тему, как она выглядит, когда опущена. На самом деле ничего здесь такого необычного. Вот на этом уровне она у нас примерно. А даже вот смотрите. На самом деле здесь ничего необычного. Кровать вот так вот опускается до этого уровня, докуда у нас лесенка. И вот на этом уровне она у нас и находится во всей этой плоскости. Если вдруг вы хотите в этот момент выйти в дверь, то вот в случае опущенной кровати, к сожалению, нужно вот пригнуться на это расстояние, чтобы выйти в дверь. В санузел вы сможете спокойно и из спальни, и с этой кровати попасть без проблем. Кровать опускаемая вам не помешает, только для выхода на улицу. При входе, а в нашем случае при выходе, у нас еще установлен опционально уже с завода телевизор. Очень классный кронштейн. Мне нравится, когда делают такой вот гибкий большой кронштейн, потому что есть возможность телевизор повернуть и в спальню, и даже, в принципе, на улицу вы можете его развернуть и смотреть там, сидя под маркизой. Указано, что 32 дюйма, я уже в одном из прошлых обзоров сказал, как у них указано, на самом деле, ну, неправильно у них указано, не может быть здесь 32 дюйма, конечно же, на таком телевизоре. У нас здесь 54 сантиметра, это примерно 21 дюйм, грубо говоря, диагональ телевизора. Производитель какой телевизора на самом деле неизвестно, потому что Hummer его выпускает под своим брендом. Выше у нас пульт, печка Truma дизель. Если вы смотрели предыдущие ролики из этой серии, то вы могли заметить, что в Hummer везде появился новый сенсорный пульт, но вот в Трампе у нас остается такой старый, практически, условно, аналоговый, где у нас просто тут 4 кнопочки, загораются лампочки, все это, конечно, сенсорное, но вот как-то так. Выше у нас пульт, который раскладывает для управления спутниковой тарелкой. Она тоже здесь уже установлена и есть на крыше. По правому борту у нас лючок, в котором расположена кассета биотуалета Тедфорд. Соответственно, стандартная кассета, объем 20 литров. Далее, подключение к сети 220 вольт. Вот мы видим, сейчас как раз подключена сеть. Ну и, конечно же, багажник у нас в задней части весьма объемный. Ширина багажника 130 сантиметров.
Высота, ну, в принципе, те же 129 сантиметров. И глубина, соответственно, во всю машину. Сейчас заодно проверим указанные параметры. Ну, в целом, как будто бы, 2 метра. 2 метра. Это вот, собственно говоря, габариты багажника. Максимальная нагрузка 350 килограмм. Может быть, как указано на стенде, опционально установлено усиление. И тогда здесь будет максимальная нагрузка 450 килограмм. Есть крепление для того, чтобы зафиксировать грузы по периметру. И есть уличный душ. Помыть собачку, велосипед, что-то еще. И, собственно говоря, для всяких электрических велосипедов, самокатов есть 2 розетки внутри багажника. Что-то еще про багажник добавить я даже не знаю. Больше здесь особо ничего интересного нет. Замки на багажнике остались такими же стандартными, как и были ранее. 2 поворотных механизма. Раз, 2. Открыли, закрыли. Как-то так. По левому борту, насколько я могу видеть в это небольшое пространство, у нас сквозная дверь багажника еще одна. У нас лючок, я так понимаю, доступ к печке мы можем через него получить, потому что он рядом с выпускным отверстием трубы находится. И дальше еще один лючок, это газовый отсек. Газовый отсек здесь маленький, то есть, соответственно, у нас здесь один баллон установлен. Причем, наверное, вот этот, который поменьше, там сколько, 12 литров или что-то такое, 11. Вот эти вот баллончики. Потому что нам здесь газ нужен только для плиты, потому что у нас дизельная труба, холодильник компрессорный, как бы зачем больше газа. Hummer Tramp S585 мы сегодня с вами посмотрели. Пишите в комментариях ваше мнение, отзывы. Те, кто знакомы с этой моделью, может быть, заметили еще какие-то различия. Я в целом чего-то особенно сильно такого нового здесь не увидел. Но как бы есть какие-то обновленные мелкие нюансы, но глобально это все тот же знакомый и любимый вот такой простой, но надежный Hummer Tramp. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, потому что мы находимся на выставке в Дюссельдорфе и будут продолжать выходить ролики. Кроме Хьюмеров будет еще много всего интересного, и поэтому лучше даже поставить колокольчик, но это уже на ваше усмотрение. В комментариях мы всегда открыты к любому обсуждению. Также есть ссылочка в описании, по которой вы найдете более подробную информацию об этой машине. Плюс, напоминаю, такая есть в арендном парке. Вы можете даже приехать на проспект Мира 150 и посмотреть ее, и даже, возможно, отправиться в свое первое или не первое путешествие на автодоме. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.